Всем привет! В этом видео я покажу, как вязать такую простую повязку на голову с перехлестом в центре. Повязочка вяжется очень легко, быстро, с ней справится даже начинающая вязальщица. Ее можно связать буквально за один вечер. Итак, для вязания такой повязки понадобится пряжа основная, которой будете вязать, немного пряжи контрастного цвета, желательно такой же толщины, как и основная нить. Для вязания повязки я использовала пряжу Alize Superlana Midi. Цвет у меня 260. На 100 грамм здесь 170 метров. Состав этой пряжи 75% акрил и 25% шерсть. Рекомендуемые спицы 5 миллиметров. Я использовала спицы номер 5, чулочные. Также понадобится булавочка для снятия петель, крючок для набора начальной цепочки из дополнительной нити. Я использовала крючок номер 7. А также понадобится игла для сшивания и ножницы. В ширину моя повязка получилась 11 сантиметров. Определимся, сколько же петель, сколько в длину нужно вязать. Для этого нужно измерить обхват головы и отнять 8%. Ну, например, 52 сантиметра, отнять 8%, получится 47,84 у меня получилось, я посчитала. Округлим, это 48 сантиметров. От 48 сантиметров нужно отнять длину участка с перехлестом, вот которая в центре. Вот эту длину участка. Этот участок у меня составил 10 сантиметров. То есть 48 минус 10 получится 38. То есть 38 это та длина, которая будет кроме перехлеста. Значит, ее нужно разделить пополам, потому что начинаем мы сзади, довязываем половину до перехлеста и половину после перехлеста. Значит, 38 сантиметров делим пополам, получается по 19 сантиметров. С учетом того, что платочная вязка очень хорошо тянется, я провяжу эту часть до перехлеста и после перехлеста по 18 сантиметров. Петли я буду набирать на дополнительную нить с помощью воздушной цепочки, связанной крючком, чтобы в конце вязания соединить по открытым петлям. Для начала вязания повязки мне необходимо набрать 18 петель. Я набираю цепочку из воздушных петель с количеством петель чуть больше, чем мне нужно. Наберу 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, 20, 21. Последнюю петельку закреплю. Ниточку обрежу, чтобы она не мешала. И пока так протяну. Петли я буду набирать с обратной стороны цепочки в эти перемычки горизонтальные. Вот в эти вот. Поворачиваю на обратную сторону. Подхватываю перемычку. Беру основную нить, которой буду вязать. И начинаю набирать 1, 2, 15,
14, 15, 16, 17 и 18 петель. Вот я набрала 18 петель на спицу. Начинаю первый ряд. По краям повязки нужно будет провязывать по 2 кромочные петли. Первую снимаем, вторую всегда будем провязывать лицевой. Остальные петли также провязываются лицевыми до последних 2 петель. В конце предпоследнюю петлю снимаем, не провязывая нить перед работой, и последнюю петлю изнаночной. Поворачиваем, кромочную снимаем, первую, которую мы снимали в предыдущем ряду, провязываем, и все остальные петли лицевыми до конца ряда, до последних 2 петель. Предпоследнюю петлю снимаю, не провязывая нить перед работой, кромочной, изнаночной. Дальше я буду вязать все петли лицевыми и в лицевых и в изнаночных рядах, то есть платочной вязкой, провязывая по краям полотна по 2 кромочные петли, то есть двойная кромочная она называется. Я провяжу таким образом ровное полотно 18 сантиметров и скажу, сколько рядов у меня получилось. Я провязала 18 сантиметров в длину, у меня получилось 50 рядов, 25 вот таких вот полосочек. Дальше я буду вязать перехлёст. Для этого петли на спице я разделила пополам. У меня 18 петель, я поделила по 9 петель. 9 петель оставила на спице и 9 петель сняла на дополнительную спицу. Теперь я буду сначала вязать эти 9 петель, потом эти 9 петель. На этой части также нужно вязать по 2 кромочные с обоих сторон. То есть кромочную снимаем, снятую в предыдущем ряду кромочную провязываем лицевой. Потом у нас получится 5 лицевых. Предпоследнюю я снимаю, оставляю нить перед работой, и последнюю я провязываю кромочную изнаночной. Сейчас еще раз провяжу. Первую снимаю, вторую провязываю, 5 лицевых, предпоследнюю снимаю нить перед работой, последнюю изнаночную. И таким образом я буду вязать полосочку длиной 10 сантиметров. Я провязала одну полосочку длиной 10 сантиметров, у меня это получилось 26 рядов. Затем я петли с булавочки сняла на спицу, а петли со спицы пересняла на булавочку. Здесь я нить обрезала и присоединила для вязания второй полоски. Вторую полосочку я провяжу сейчас аналогично, 26 рядов. Я провязала обе полосочки, и теперь нужно сделать перехлёст. Я перехлёст буду делать вот таким образом. Вот так. Для этого я буду провязывать сначала петли со спицы, на которой вязала вторую полосочку, и продолжу вязать
петли со спицы, на которой вязала первую полосочку. Кромочную снимаю, первую провязываю, остальные петли все провязываем лицевыми, в том числе и те, которые были кромочными на этой полосочке. 9 петель отсюда провязали. Теперь вот так вот перекрещиваем. И начинаем провязывать петли со второй спицы. Тоже все лицевыми. Кроме последних кромочных. Предпоследнюю я снимаю нить перед работой, последнюю кромочную изнаночной. И у меня на спицах опять 18 петель. Вот так. Теперь я продолжаю вязать точно так же, как вязала вот эту сторону первую. У меня до перехлеста получилось 50 рядов. Значит, отсюда также в эту сторону я буду провязывать 50 рядов. Я связала 50 рядов в эту сторону, и вязание закончено. Теперь с этой стороны у меня есть открытые петли, и мне нужно освободить петли со стороны наборного ряда. Для этого нужно освободить начальную цепочку и подхватить петли. Первую кромочную также нужно и таким образом я подхвачу все петли наборного ряда. Я сняла все петли и теперь буду сшивать. Обрезаю рабочую нить длиной примерно можно 5 длин. 1, 2, 3, 4, 5. Ставлю в иголку. Теперь нужно правильно повернуть вязание. Сшивать будем по лицевой стороне. Значит, мы соединяем изнаночной стороной друг к другу. Вот у нас лицевая сторона. Так распределяем петли. Сшивать будем петля в петлю. Все петли на обоих спицах должны располагаться передней стеночкой к нам, сюда. Вот эта кромочная у меня задней стеночкой, я ее сейчас поверну. Вот таким образом. Каждая петля будет закрываться двумя движениями. Одно от себя, второе к себе. Начинаю с первой петли. Движением иглы от себя я продеваю через петлю и снимаю ее. Нить протягиваю. Следующую петлю я прошиваю движением иглы к себе.
и оставляю ее на спице. Перехожу к петлям второй дальней от меня спицы. Точно так же движением иглы от себя я продеваю первую петлю и снимаю ее. Следующую петлю движением иглы к себе продеваю и оставляю ее на спице. Подтягиваю ниточку. Теперь опять передняя спица. От себя снимаю, к себе продеваю и оставляю на спице. Вторая. От себя снимаю, к себе продеваю, оставляю на спице. От себя к себе. От себя снять, к себе продеть. От себя снять, к себе продеть. Хвостики потом в конце вязания спрятать. Такой шов получается, не видно абсолютно. Заканчиваю. От себя к себе. От себя к себе. От себя к себе. Теперь эту от себя снимаю. И также эту дотягиваю. И хвостик аккуратно прячу на изнаночной стороне вязания. Шов сливается с единым полотном. Моя повязочка готова. Так выглядит шов. Так с лицевой стороны. При желании в центре вот сюда можно прикрепить брошку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго.